Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди естественным образом привлекают богатство и процветание, в то время как другие постоянно изо всех сил пытаются заставить деньги течь? Ответ может быть ближе, чем вы думаете, буквально у вас под рукой. В то время как многие ищут сложные формулы для проявления финансового изобилия, буддийские монахи на протяжении тысячелетий хранили секрет, который только сейчас раскрывается: преобразующая сила 5 конкретных священных растений. То, что я собираюсь рассказать сегодня, противоречит всему, что вы, вероятно, слышали о финансовом процветании. Забудьте о рискованных инвестициях или сложных схемах. Настоящим ключом к мгновенному богатству может стать сон в собственном саду или в оконном ящике соседа. И нет, это не очередной фокус в интернете. Это древняя мудрость, проверенная столетиями буддийской практики, что удивительно, подкрепленная современной наукой. В то время, когда так много людей испытывают финансовые трудности, эти знания как никогда важны. Представьте себе, что вы полностью трансформируете свою финансовую реальность, просто изменив энергию окружающей среды с помощью этих 5 мощных растений. Кажется, это слишком просто, чтобы быть правдой. Именно так я и думал, пока не обнаружил исследования, доказывающие, что некоторые растения могут буквально перепрограммировать энергетическое поле окружающей среды для привлечения процветания. Приготовьтесь к преобразующему путешествию, которое выходит далеко за пределы материального мира. На следующих страницах я расскажу не только о том, что представляют собой эти 5 священных растений, но также о секретных ритуалах и стратегических положениях, которые усиливают их силу для привлечения богатства. Это не просто еще одно видео о растениях, это ваш путь к древним знаниям, которые могут навсегда изменить вашу финансовую жизнь. В непрекращающемся поиске процветания и внутреннего покоя многие люди открыли древнюю тайну, которая превращает дома в настоящие порталы финансового изобилия. Не случайно древние цивилизации, такие как древние буддийские мастера, уже понимали преобразующую силу священных растений в нашей окружающей среде. Эти знания, передаваемые из поколения в поколение, помогли бесчисленному количеству людей привлечь в свою жизнь благополучие и гармонию. И сегодня, в то время, когда многие ищут альтернативы достижению успеха и финансовой стабильности, эти знания всплывают на поверхность с еще большей силой. Говоря о преобразующих знаниях, слышали ли вы когда-нибудь об электронной книге «Проявление изобилия за 28 дней»? Это мощный инструмент, доступный в течение ограниченного времени и прекрасно дополняющий то, что мы собираемся изучить сегодня. Ссылку вы можете найти в комментарии, закрепленном под этим видео. Увлекательный мир растений процветания выходит далеко за рамки простого украшения. Эти молчаливые мастера обладают силой трансформировать энергию любого окружения, создавая вибрационное поле, привлекающее финансовое изобилие и успех. Представьте, что вы окружены природными элементами, которые постоянно улучшают ваше энергетическое поле, пока вы спите, работаете или просто отдыхаете. Это похоже на невидимую армию союзников, работающую 24 часа в сутки ради вашего успеха и процветания. Некоторые люди могут подумать, что это просто мистика, но современная наука все чаще демонстрирует, как растения влияют на наше эмоциональное и психическое благополучие. Входя в эту волшебную вселенную растений процветания, невозможно не подивиться древней мудрости, завещанной нам. Древние духовные мастера уже знали, что каждое растение несет в себе уникальную чистоту, способную настраиваться на разные аспекты нашей жизни. Например, знаете ли вы, что некоторые растения обладают способностью очищать застоявшуюся энергию, которая может блокировать ваш финансовый поток? Это похоже на настоящую энергетическую уборку вашего дома, освобождая место для новых возможностей для роста и процветания изобилия. Практика использования растений в качестве духовных инструментов для улучшения финансового потока не является чем-то новым. На самом деле эта традиция восходит к незапамятным временам,
когда наши предки жили в глубокой связи с природой. Они понимали, что каждое растение – это божественный дар, наделенный уникальными свойствами восстанавливать баланс в разных аспектах жизни. Сегодня мы можем восстановить эту мудрость и применить ее на практике в нашей повседневной жизни, создавая среду, способствующую личному и профессиональному развитию. Одной из наиболее интересных характеристик растений процветания является их способность адаптироваться. Приспосабливаясь к различным условиям окружающей среды, они учат нас важности гибкости и устойчивости на пути к успеху. Наблюдайте, как растение растет к свету, с грацией и решимостью преодолевая препятствия. Точно так же мы можем научиться адаптироваться к жизненным обстоятельствам, всегда уделяя внимание росту и финансовому изобилию. Энергия растений процветания действует тонко, но постоянно. Это похоже на тихую музыку, которая постепенно меняет атмосферу комнаты. Многие люди сообщают о значительных изменениях в своей жизни после того, как начали выращивать эти особые растения. От неожиданного повышения на работе до деловых возможностей, возникающих как бы случайно. Воистину, совпадений не бывает, когда речь идет о правильно направленной энергии и намерении. Когда мы говорим о привлечении благополучия посредством растений, важно понимать, что мы имеем дело с целостным процессом. Речь идет не просто о том, чтобы иметь дома одно или два растения, а о создании настоящего святилища изобилия. Каждое растение вкладывает свою уникальную энергию, образуя гармоничную симфонию, повышающую вибрацию окружающей среды. И чем выше вибрация, тем легче мы притягиваем положительный опыт и возможности финансового роста. Удивительным аспектом растений процветания является их способность учить нас терпению и настойчивости. Точно так же, как семени нужно время, чтобы прорасти и вырасти в крепкое растение, наши финансовые цели также требуют преданности делу и постоянства. Каждая небольшая забота о ваших растениях – это акт любви, который отражается на вашем пути к процветанию и успеху. Преобразующая сила растений выходит за рамки материального аспекта. Они помогают нам развивать мышление изобилия, которое необходимо для привлечения богатства и успеха. Когда мы заботимся о наших растениях с любовью и вниманием, мы посылаем Вселенной четкий сигнал. Мы готовы получать и приумножать благословения в нашей жизни. Это процесс сотворчества с природой, где каждый жест заботы превращается в семена процветания. Мудрость предков учит нас, что каждое растение имеет свой темперамент и особые потребности. Некоторым нужно больше света, другим меньше воды, некоторые предпочитают более влажную среду, другие – более сухую. Знание этих особенностей помогает нам создать по-настоящему гармоничную среду, в которой каждое растение может реализовать свой максимальный потенциал процветания и финансового изобилия. Растения процветания также учат нас важности баланса. Точно так же, как им необходимо достаточное количество воды, света и питательных веществ, наша финансовая жизнь также нуждается в балансе между заработками, сбережениями и инвестициями. Интересно отметить, как простой уход за этими растениями может помочь нам лучше понять наши отношения с деньгами и изобилием. Процесс выращивания растений процветания сам по себе является актом проявления. Каждый раз, когда мы поливаем наши растения, мы можем визуализировать, как наше собственное благосостояние растет и расширяется. Как будто каждая капля воды является позитивным подтверждением, питающим не только растения, но и наши мечты и финансовые цели. Многие люди создают небольшие ежедневные ритуалы, сочетая уход за растениями с практиками благодарности и визуализации. Еще один интересный аспект, как растения процветания могут влиять на наше эмоциональное состояние. Гармоничная окружающая среда, украшенная ухоженными растениями, естественным образом помогает нам поддерживать позитивное психическое состояние. И мы знаем, что когда мы чувствуем себя хорошо, мы принимаем более правильные финансовые решения и привлекаем больше возможностей для успеха и изобилия. Это благотворный цикл, который питает сам себя.
Одним из менее известных секретов растений процветания является их способность создавать зоны силы в нашем доме. Это конкретные области, где энергия финансового изобилия течет наиболее интенсивно. Например, некоторые люди сообщают, что после размещения определенных растений в своих домашних офисах они начали получать больше предложений о работе и возможностей для бизнеса. Как будто растения действуют как естественные усилители наших намерений процветания. Практика использования растений для привлечения изобилия и успеха поистине преобразует. И самое интересное то, что, углубляясь в эти знания, мы обнаруживаем, что нам предстоит узнать гораздо больше о том, как энергия в нашем доме может напрямую влиять на наше финансовое благополучие. Интересно видеть, как каждый элемент нашей окружающей среды может способствовать созданию атмосферы, способствующей успеху и реализации наших мечтаний. Глубокая связь между окружающей средой и нашим финансовым процветанием – один из наиболее тщательно охраняемых секретов мастеров изобилия. Каждый элемент, который нас окружает, может напрямую влиять на нашу способность привлекать богатство и успех. Это как если бы наше физическое пространство было зеркалом нашей финансовой реальности, отражающим и усиливающим наше намерение к процветанию. Древние буддийские мастера уже поняли эту фундаментальную истину, и сегодня, как никогда, мы можем применять эту древнюю мудрость в наших современных домах. Современная наука подтвердила то, что уже знали древние. Окружающая среда глубоко влияет на наше психическое и эмоциональное состояние. Когда мы находимся в гармоничном и хорошо организованном пространстве, мы, естественно, чувствуем себя более энергичными и сосредоточенными. Эта ясность ума необходима для принятия правильных финансовых решений и определения возможностей для роста. Интересно отметить, как успешные люди часто поддерживают безупречную организацию своего пространства. Уоррен Баффет, например, известен тем, что его офис остается простым и организованным, что отражает его ясный и объективный подход к инвестированию. Энергия окружающей среды – это не что-то мистическое или абстрактное, это реальная сила, которую можно почувствовать и изменить. Подумайте о том, что вы чувствуете, когда заходите в хорошо оформленный спа-центр с растениями и приятными ароматами по сравнению с хаотичной, захламленной обстановкой. Разница ощутима, не так ли? Эта же энергия напрямую влияет на нашу способность привлекать и поддерживать процветание. Исследования показывают, что сотрудники в хорошо спланированной среде с природными элементами до 15% более продуктивны и склонны принимать более решительные решения. Каждый предмет в нашем доме несет определенную энергетическую чистоту. Растения процветания, в частности, являются настоящими источниками положительной энергии, постоянно излучающими вибрации, которые привлекают финансовое изобилие и успех. Это словно маленькие маяки процветания, разбросанные по всему дому, сигнализирующие Вселенной о вашей готовности получать материальные блага. Например, бизнесмен из Сан-Паулу сообщил о значительном увеличении своего бизнеса после реорганизации своего офиса с помощью стратегически расположенных заводов. То, как мы организуем наше пространство, может создать настоящие порталы процветания. Представьте свое окружение как гигантский магнит. Чем оно гармоничнее и сбалансированное, тем легче оно притягивает положительные возможности. Успешный финансовый консультант рассказал, что он начал привлекать высококлассных клиентов после того, как перепроектировал свой офис с использованием принципов биофильного дизайна, которые интегрируют природные элементы в искусственную среду. Концепция потока энергии в окружающей среде имеет фундаментальное значение для понимания ее влияния на наше процветание. Точно так же, как река должна течь свободно, чтобы ее воды оставались кристально чистыми, энергия в нашем доме должна циркулировать беспрепятственно. Например, скопление ненужных объектов может создать энергетические блокировки, которые затрудняют появление новых финансовых возможностей. Одна бизнесвумен сообщила, что после полной энергетической очистки своего офиса, включая установку очистительных установок,
Она закрыла 3 крупных контракта всего за 1 неделю. Сознательный выбор элементов окружающей среды может создать настоящую матрицу процветания. Каждое растение, каждый предмет, каждый цвет необходимо выбирать с четким намерением привлечь финансовое изобилие и успех. Например, оттенки зеленого и золотого традиционно ассоциируются с процветанием. Агент по недвижимости значительно увеличил свои продажи после того, как отремонтировал свой офис в этих цветах и добавил в него стратегически расположенные растения. Энергия окружающей среды также влияет на нашу способность проявляться. Когда мы окружены элементами, вибрирующими на частоте изобилия, наши мысли и намерения становятся более сильными. Это похоже на естественный усилитель наших позитивных утверждений. Финансовый тренер рассказала, что ее клиенты достигают более быстрых результатов, когда практикуют визуализацию в среде, гармонирующей с растениями процветания. Влияние окружающей среды на наше процветание выходит за рамки визуального аспекта. Естественные ароматы, выделяемые растениями, могут положительно влиять на наше психическое состояние, помогая нам сосредоточиться на наших финансовых целях. Исследования показывают, что определенные растительные ароматы могут уменьшить стресс и повысить ясность ума, что является ключом к принятию правильных финансовых решений. Успешный трейдер держит в своем домашнем офисе несколько ароматических растений, что свидетельствует о лучшей концентрации и более точных решениях. Преобразование окружающей среды следует рассматривать как инвестицию в наше процветание. Точно так же, как мы инвестируем в финансовое образование и возможности для бизнеса, создание пространства, привлекающего изобилие, имеет решающее значение для нашего успеха. Деловая женщина из технологического сектора инвестировала в консалтинговую компанию по гармонизации окружающей среды и за 6 месяцев удвоила свой доход, доказывая, что отдача от такого рода инвестиций может быть удивительной. Идеальная среда для финансового процветания – это та, которая дает нам чувство вдохновения и энергии. Каждый элемент должен способствовать повышению нашей вибрации и поддержанию соответствия нашим целям изобилия. Инвестиционный консультант сообщил, что после создания в своем офисе уголка процветания с конкретными растениями и значимыми объектами его клиентская база за 3 месяца выросла на 40%. Поддержание положительной энергии в окружающей среде требует постоянного внимания. Точно так же, как мы проводим регулярные финансовые проверки, мы должны периодически оценивать энергетику нашего пространства. Некоторые люди проводят еженедельные ритуалы энергетического очищения, сочетая традиционные практики с современным уходом. Руководитель финансового рынка выделяет воскресное утро для гармонизации своего окружения, сообщая о более продуктивных и прибыльных неделях после установления этого распорядка. Окружающая среда также влияет на нашу способность привлекать процветающие партнерские отношения и связи. Гармоничное пространство естественным образом привлекает людей и возможности, соответствующие нашей частоте изобилия. Предприниматель в сфере недвижимости полностью преобразил свой офис, включив в него вертикальный сад с растениями, и заметил значительное улучшение профиля своих клиентов и деловых партнеров. Энергия окружающей среды оказывает мультипликативное влияние на наше намерение процветания. Когда мы совмещаем свои позитивные мысли с энергетически сбалансированным пространством, мы создаем мощную силу притяжения к финансовому изобилию. Инвестиционный консультант создала в своем офисе сад процветания и сообщает, что ее клиенты часто отмечают чувство покоя и уверенности, которое создает окружающая среда, что способствует принятию более решительных инвестиционных решений. Связь между окружающей средой и богатством – это постоянный танец энергии и намерений. Каждый элемент нашего пространства должен быть выбран и расположен добросовестно, создавая идеальную симфонию процветания и изобилия. Говоря об особых элементах, фундаментальную роль в этой гармонизации играют растения, каждая из которых обладает своими уникальными способностями и характеристиками для привлечения различных аспектов процветания. В огромной вселенной растений,
привлекающих финансовое изобилие и процветание, есть 5 видов, которые выделяются своей необычайной силой преобразования энергии. Каждое из этих растений похоже на главный ключ, который открывает определенные двери к различным аспектам процветания в нашей жизни. И не случайно эти растения почитались древними культурами, особенно в буддийской традиции, за их способность создавать энергетическое поле, способствующее привлечению богатства и успеха. Первым из этих учителей процветания является алоэ вера, также известный как алоэ вера. Это необыкновенное растение выходит далеко за рамки своих известных лечебных свойств. Оно является настоящим энергетическим хранителем нашего пространства. Благодаря своим заостренным и крепким листьям алоэ вера действует как естественный щит от негативной энергии, которая может блокировать ваш финансовый поток. Интересно наблюдать, как он поглощает и трансмутирует плотные энергии, создавая более легкую и благоприятную среду для принятия решительных финансовых решений. Многие успешные бизнесмены держат бабосы в своих офисах, сообщая о большей ясности ума и более эффективных решениях в своем бизнесе. Счастливый бамбук, наше второе священное растение, является настоящим символом роста и финансовой экспансии. Своими спиралевидными стеблями, которые, кажется, танцуют к небу, это растение учит важности гибкости и приспособляемости на пути к процветанию. Каждый новый росток представляет собой новую возможность для финансового роста. Интересная деталь: чем больше стеблей у вашего локи бэмбу, тем на большее количество аспектов вашей жизни он окажет положительное влияние. Например, композиция с 5 стеблями привлекает материальное богатство, а 7 стеблей способствуют богатому здоровью и финансовому процветанию. Третий посланник изобилия, величественная орхидея, настоящая королева среди растений процветания. Его элегантное присутствие и пышные цветы не только украшают окружающую среду, но и повышают частоту его вибрации, привлекая возможности высокого уровня. Орхидеи особенно эффективны для тех, кто занимается творчеством и инновациями, поскольку их энергия стимулирует оригинальное мышление и выгодные решения. Успешный художник сообщил, что его продажи утроились после того, как он начал держать орхидеи в своей студии. Дерево удачи, наш 4-й союзник, похоже на естественное хранилище процветания. Его круглые блестящие листья напоминают монеты, и это не случайно, это одно из самых сильных растений для привлечения финансового изобилия. Секрет в том, чтобы культивировать его с четким намерением и стратегически расположить в своем пространстве. Например, технологический предприниматель разместил дерево удачи в юго-восточной части своего офиса в уголке богатства фэншуй и сообщил о значительном увеличении своих контрактов в последующие месяцы. 5-й хранитель процветания, величественный меч Святого Георгия, настоящий воин на энергетической защите наших пространств. Его прямостоячие заостренные листья действуют как естественные антенны, улавливая положительную энергию и отражая любую вибрацию, которая может нанести вред его процветанию. Интересно отметить, что это растение растет более энергично в условиях положительного потока изобилия. Финансовый консультант держит эспадашты Сан-Хорхе в стратегических точках своего офиса и утверждает, что его клиенты часто отмечают чувство безопасности и доверия, которое вызывает окружающая среда. Каждое из этих растений имеет свою энергетическую личность, и в стратегическом сочетании они создают настоящее силовое поле процветания. Это похоже на оркестр, где каждый инструмент вносит свою уникальную мелодию, создавая идеальную симфонию изобилия. Например, композиция с алоэ вера и эспада де Сан-Хорхе на входе в помещение создает защитный барьер, а дерево удачи и счастливый бамбук на рабочем месте увеличивают возможности для финансового роста. То, как мы ухаживаем за этими растениями, также напрямую влияет на их способность привлекать процветание. Каждую каплю воды, каждый луч солнечного света, который они получают, необходимо преподносить с осознанным намерением процветания и благодарности. Интересный ритуал – поливать растения, произнося позитивные утверждения,
такие как «я процветаю» или «изобилие естественным образом вливается в мою жизнь». Финансовый тренер учит своих клиентов создавать небольшие ежедневные ритуалы ухода за растениями, сообщая об удивительных результатах в проявлении их изобилия. Стратегическое расположение этих растений может создать в вашей среде настоящие порталы процветания. Например, цветущая орхидея на вашем рабочем месте может привлечь высококлассных клиентов, а счастливый бамбук на вашем рабочем месте может способствовать выгодному партнерству. Инвестиционный консультант реорганизовала свои планы, следуя этим рекомендациям, и заметила значительное увеличение средней суммы инвестиций ее клиентов. Энергия этих растений также влияет на нашу способность принимать правильные финансовые решения. Они словно создают вокруг нас поле ясности ума и обостренной интуиции. Многие профессионалы финансового рынка сообщают, что они держат некоторые из этих растений на своих рабочих местах, чтобы помочь им в моменты принятия важных решений. Успешный трейдер держит рядом со своим рабочим местом комбинацию меча Святого Георгия и алоэ вера, утверждая, что это помогает ему сохранять спокойствие и проницательность во времена нестабильности рынка. Сила этих растений выходит за рамки финансового аспекта, создавая общую гармонию, которая естественным образом привлекает процветание во всех сферах жизни. Когда наша окружающая среда энергетически сбалансирована, мы лучше спим, лучше общаемся и, следовательно, лучше производим продукцию. Предпринимательница по продажам полностью преобразила свой домашний офис с помощью этих 5 заводов и сообщила не только об увеличении продаж, но и о значительном улучшении качества жизни и профессиональных отношений. Интересно наблюдать, как каждое из этих растений по-своему ведет себя в разных средах. Некоторые люди замечают, что определенные растения растут более энергично в определенных местах дома или офиса. Это важный знак того, куда сильнее всего течет энергия процветания. Консультант по недвижимости заметил, что его «счастливый бамбук» рос быстрее возле стола переговоров, и по совпадению, именно там он заключал свои лучшие контракты. Сочетание этих 5 растений создает процветающую микроэкосистему, в которой каждый вид дополняет и усиливает силу другого. Это все равно, что создать команду экспертов, работающих 24 часа в сутки ради вашего финансового процветания. Руководитель финансового рынка создала в своем офисе разные станции процветания, объединив разные растения в соответствии с функцией каждой области: концентрация, творчество, переговоры и т.д. Самым интересным аспектом этих растений является их способность адаптироваться и развиваться вместе с нами на пути к процветанию. По мере нашего финансового роста наши растения также реагируют на это, цветя более энергично или развивая новые ветви. Они как будто вместе с нами празднуют каждое новое достижение. Предпринимательница заметила, что на ее дереве удачи появилось несколько новых листьев за неделю, когда она заключила свой самый крупный контракт в году. Мудрость предков учит нас, что истинная сила этих растений проявляется тогда, когда мы создаем с ними взаимные отношения. Речь идет не просто о ожидании, пока они принесут процветание, а о создании осознанных отношений обмена энергией. Чем больше любви и внимания мы уделяем нашим растениям, тем больше они повышают нашу способность привлекать финансовое изобилие. Говоря о мудрости предков, существует древняя наука, которая учит нас, как именно располагать эти растения, чтобы максимизировать их силу для привлечения процветания. Древнее искусство фэн-шуй дает нам глубокие знания о том, как энергия течет в нашей среде и как мы можем направить ее для привлечения большего процветания и финансового изобилия. Эта древняя система гармонизации окружающей среды, примененная к расположению растений, создает настоящие магнитные поля притяжения богатства. И самое интересное то, что эти принципы можно применять как дома, так и в корпоративных помещениях, превращая любое пространство в портал процветания. Стратегическое расположение растений в юго-восточном секторе любой среды считается одним из самых мощных секретов фэн-шуй для привлечения процветания. Эта область,
известная как уголок богатства, действует как естественный усилитель энергии финансового изобилия. Практический пример. Агент по недвижимости сообщила об увеличении своих продаж на 60% после размещения дерева удачи в юго-восточном секторе своего офиса в сочетании с золотыми элементами, которые еще больше усиливают энергию процветания. Наука фэн-шуй учит нас, что каждое растение имеет свою энергетическую индивидуальность и поэтому должно располагаться